Здравствуйте, мои дорогие. Смотрим сегодня чашечку, и в помощь нам еще для большей, знаете, мы же любим покопаться. И в тандеме работают очень классно сама чашечка и карты. Карты мы берем кипер и будем смотреть. То есть они как раз раскроют. Смотрим тему, да, тема, которая была оглашена, тема ваше будущее. Будущее будем смотреть на ближайшие полгода от сегодняшнего дня. Итак, нам, естественно, по всем правилам, да, будем смотреть, что нам показывает блюдце. Блюдце, конечно же, прошлое, с него и начнем. Смотрите, тут была в прошлом какая-то дорога с очень большими проблемами. Вы эту дорогу прошли, огромный путь с препятствиями и невероятными сложностями. Но это закрывается в прошлом, да, вы в прошлом. Тем более вы приобрели себя, просто стали разумнее, мудрее, вы имеете какой-то опыт за плечами, да, то есть вот и показано. Тут действительно очень сложный какой-то процесс, вот буквально ближайшее прошлое был. Что-то вы двигались, да, двигались какая-то дорога куда-то, потом осели спокойно, но вы все равно еще в струе, в потоке. Так, что еще? Прошлое показывает мужчину, который должен, то ли ехал к вам, но не доехал. Ехал, не доехал. Почему? Почему? Какие-то третьи лица могут быть. Вмешательство особое. Я вот сейчас тогда вот в это прошлое буквально еще немножечко загляну и все. Почему он не доехал? Вот ехал буквально, и как поезд пришел сам, да, либо самолет прилетел без него. Что-то случилось, либо что-то не дало ему пройти. Кто этот? Может, это какие-то люди, третьи. Вот почему-то там не совсем-то пока. Знаете как, люди, близкие ему, не могут рядышком буквально находиться сейчас с ним. Они показали ему другой путь, повернули его назад. Давайте посмотрим, что нам хотят показать конкретно. Да, так как мы сегодня очень-очень дотошно хотим все вот узнать и будем спрашивать, кто эти люди, что это, почему он завернулся. Посмотрите, ну выходит сразу, это женщина. Женщина старше его, это может быть его мама, его сестра, кто. Итак, это женщина. Женщина не дала ему доехать к вам. Она повернула его путь в обратную сторону. Вот такое прошлое, и здесь именно на это акцент делают, значит, сразу же вам дают как знать, что это заложено где-то, как говорят, да, вот в хрониках Акаши, то есть это где-то прописано в судьбе. Этот человек, да, вот я про этого мужчину и сама эта ситуация. Так, хорошо. Я еще хочу посмотреть на эту ситуацию. Давайте все-таки пускай нам раскроют, что же там такое. Она могла прочитать сообщение какое-то и задержать его, закрыть. Но видите как, здесь тоже такая судьбоносная карта выходит. Карта любовники, либо влюбленные. Говорящая то, что это осталось теперь на уровне энергетики, что-то незавершенное. Видите как, здесь двое влюбленных, да, как застыли в камне, и две живые птички. То есть вы застыли, а души еще продолжают общаться. Оно красиво, конечно, да, вот это все нам показывают, вот, и в словах красиво выходит. Но не зацикливаться же на этом, да, думаете вы сейчас. Я уверена, что вы должны так думать. Давайте разберемся. Нужно ли копаться сейчас в прошлом? Как вы думаете? Это случилось.
это случилось. Так. То есть в тот момент, когда он ехал к вам, его завернули. А вы знаете, тут даже было и сообщение от него, возможно, либо у вас переписка могла быть. Эта переписка была заблокирована, этот человек поехал не к вам, а вот к этой женщине. И что же там сейчас? Что там сейчас? Давайте теперь выйдем. Сейчас между вами дистанция. Сейчас ему дали какие-то возможности. Сейчас ему дают показать, ну, как бы, то, что он победитель. Он там как сыр в масле катается. Ему там хорошо. Сам чувствует там какая-то ностальгия, да, возможно, там у него есть те приятные моменты, либо приятные люди, как ему кажется, да, но он мечтает о вас. Он мечтает о вас, но ничегошеньки, абсолютно ничегошеньки сделать не может. Здесь он бессилен. Хорошо. Хорошо. Так, ну что, посмотрим. Будущее ваше, именно ваше будущее. Почему-то, видите, связали уже с человеком. Ну, дорог много, как вы видите, невероятно много. Тут еще какое-то событийное, прям очень важное для вас. Вот видите, как прям возле ручки, тут она была вся вот так вот в этих точечках, но мне надо было за что-то схватиться. И так даже негде было. Очень много дорог каких-то в будущем. И те, которые получаются, и те, которые прерываются, вы возвращаетесь назад и снова идете. Но что-то такое судьбоносное закручивается, когда... И это связано, между прочим, это очень важное для вас. События, которые для вас очень важны. Здесь идет что-то ограничение какое-то. Так, ну что, давайте смотреть, что же там в будущем. Так, самое ближайшее, это где-то там месяц-два, мы видим, очень активный такой период будет у вас, когда вы будете встречаться с мужчинами, возможно, да, то есть внимание мужчин ловить. Ну, вы уж смотрите сами по себе, будете ли вы с ними встречаться, либо вы будете пользоваться вниманием мужчин. Очень легкие какие-то такие приятные моменты здесь сулят вам. Одни вам нравятся, а других вы просто убегаете. То есть, ну вот как, легко так старайтесь относиться к этому всему. А где же тут ваша что-то, судьба? Дальше вы разбираетесь со своей женственностью в этот период. Еще судьбоносное что-то есть тут у нас такое. Угу. А дальше здесь такой момент, когда что-то приятное будет. Тут такой вот от мужчины, возможно. Мужчина, кстати, прям очень такой умный, 3 головы у него. Но он превращается в такого дракона. Нет, это какая-то злость. Это какая-то злость. Да, он от ума какой-то злой. Кто-то. Что будет? Ну, в общем, показывает мужчину, видите. Дальше есть некий рыцарь на коне. Это ближе, наверное, где-то месяцев. Ну, давайте так, если мы разделили на полгода это все, да, то это где-то... Это где-то третий месяц, да, от сегодняшнего дня. Какой-то мужчина, рыцарь на коне. К чему это приведет? Кстати, это тянется прям вот в еще далекое будущее, и там вы взаимодействуете с этим человеком. Так. Очень похоже на то, что несет этот человек к вам, действительно, вот как по судьбе идет. Сердце держит в руке, цветы. Вот. И рост, потенциал. И плюс намерение серьезное. Вот так вот. 3-й месяц, девочки мои. Опять же, где-то приблизительно к этому времени. Да, вы та, которая ждете. Но у вас в руке будто бы меч все-таки. Типа, где ж ты был, да? Ой.
Дальше придет время, какое-то особое время, когда вы будете прицеливаться, как-то вам нужно будет попасть в цель какую-то. Вы попадаете в эту цель. Потому что, смотрите, сейчас я вернусь туда, потому что в ближайшее время у вас прям такое легкое, вы вот привлекаете вот именно своей женской энергетикой мужчин, они дарят вам, вы наслаждаетесь, там цветы, подарки какие-то, легко, очень легко. И тут водная стихия у вас прям вот такой рыбий хвостик, вы прям как сама находка для мужчин, и они готовы вам, самоценность, да, для мужчин, вы готовы, они готовы для вас многое давать, да, тоже ценное. Так, ой, тут такой приятный момент будет. Сейчас скажу, где-то, наверное, приблизительно 2-й месяц. Может, даже 1,5 месяца. Да, отсюда эта пара с крылышками, такие приятные у вас взаимодействия. Да, здесь просто встреча с мужчиной. 1, 2, другой, 1, 2. Очень приятная, легкая. Одни отношения складываются в какие-то интересные, как будто бы обойти что-то хочет человек и движется как крабик. Вы вместе как-то, да, вот находитесь с ним рядышком. Так, тут буквы такие интересные, латинские: J, A, I, да, то есть G, A, I, если так брать по латинские, вот, да, а не английские. Вот латинские G, A, I. Вот просто слово J, да, выходит. Так. Да, вот именно А, И. Так, хорошо. Или И, А, J. Так, дальше 3-й где-то месяц, 3-й месяц, 2-й, 3-й месяц. У вас такая, вы себя вот чувствуете наполненной такой хозяйкой положения, вы даже имеете что-то, вы как будто, вы знаете, возле мангала стоите и что-то там колдуете, еду какую-то. У вас в руке приготовлена еда. Так, дальше. Автомобиль. Из автомобиля вот, вижу прям вот, как в видео, мужчина дарит вам цветы, вы принимаете. Я приехал. Такое ощущение, что он еще даже из машины не вышел, да? Так, отдаленное будущее. Немножко дальше. Давайте еще все-таки посмотрим здесь. Прям вот эти дороги, они... Знаете, какая дорога будет очень серьезная? Тут даже может быть вот 2 дороги такие основные, да, вы видите, которые показывают как одна в очень кармическое место какое-то, а вторая дальняя, да, и светлая. Одна прям надолго затянет, но вам как будто бы придется там что-то проработать, да, какие-то моменты кармические. Что? Ну, не показывают, что. Так. Угу. Эта дорога начнется с каких-то моментов, когда вам придется решать, да, вот планы, решения, распланировала, решила, все постепенно. И вот начинайте с момента сейчас. Буква М идет в данный момент, почему-то мы. Что это может быть, думаете сами, у каждого свое. Мы, может, имя чье-то. Так, вам нужно держаться в это время молодцом и стараться все препятствия преодолевать
ну, как с пользой для себя, вот так вот. Брать, скорее всего, как не то, что это кризис, да, относиться к этому, а относиться к этому как к возможности какой-то. Так, и знаете что, вам говорят, вставай рано, просыпайся рано. Так, хорошо, здесь дорожку разобрали. Ага, смотрите, эта дорога, вам придется как принимать не свойственный вам облик, либо не свойственную вам манеру общения, либо что-то не свойственное вам, что-то не похожее на вас, но вы как адаптируетесь, хоть и сложно. Что-то такое, что не ваше, и вам придется. Ну и одна дорога, наконец-то, она как будто бы выходит в светлое, что-то очень длинное. Там даже встреча с кем-то может быть судьбоносная, и вы как останавливаетесь. Вот, но это уже на потом, на какое-то совсем отдаленное будущее. Так, давайте посмотрим где-то вот 6-й месяц, да, приблизительно, что там у нас. Там у нас интерес такой, погружение прям какое-то, да, то есть вы узнаете какие-то тайны. Очень похоже на то, что вы как царевна лягушка, знаете, вот стрелу словила, вот, и довольно... То есть рано или поздно он придет. Вот так, вы знаете, да, за стрелой своей. Что-то идет такое прикольное, как будто бы вы наконец-то понимаете, что вот-вот будет, да, то есть тут нет еще разрешения какого-то конкретного, но вы как в предвкушении, что все будет хорошо. Раз вы чувствуете это, значит так и будет. Да, он придет за этой стрелой. Вы эту стрелу держите, а он придет за ней. Ну, по крайней мере, это в вашей голове. Мужчина и женщина обнимаются, но это настолько мелкий образ, что это может быть на уровне, может быть, одной встречи какой-то, либо вообще отсутствие встречи и просто какая-то переписка, когда вы хотите этих объять. Это ваша заслуга. Вы, скорее всего, энергетически постарались к этому, приложили руку. Это может быть вплоть до каких-то ритуалов очищения себя. Ни в коем случае никаких негативных практик, потому что, привязывая человека к себе определенного, вы стараетесь навязать что-то Вселенной, она этот дисбаланс чувствует и может что-то отобрать. Это не нужно. Так, корабль. Мужчина как вот сходит с дальней дистанции, да, и вы его принимаете. Долго шел, ноги длинные уже такие, аж прям накачал. Да, это ваша заслуга, это какие-то очистки, ритуалы могут быть, и только направлены на то, чтобы привлечь. Смотрите, я вам тут же говорю, что это такое, да, такой маленький секретик. Когда вы чувствуете, что там магия на ком-то, это я рассказываю свое, да, свое ощущение, свою практику и так далее. Вы вправе делать абсолютно любое, что хотите, да, но мое дело это нести здесь свет, ясность, чистоту, осознанность и так далее. Вот, поэтому если мы несем чистоту, ясность и осознанность и принимаем это, то мы понимаем, что привязал кого-то конкретно, да, ну, это нарушит какой-то, будет дисбаланс, да, будет интересно какое-то определенное время, но потом высшие силы подумают, что можно что-то там, допустим, сами высшие силы им не нужно что-то отбирать, да, но будет интересный дисбаланс, который все-таки природа постарается это как разрулить и возобновить баланс. Вот, поэтому все негативные практики нацелены на конкретные привороты какого-то определенного человека, причем такие черные привороты, они показывают Вселенной, что дисбаланс начинается, и Вселенная начинает себя латать и закрывать дыры. Как она будет латать дыры? Конечно же, с помощью энергетики вашей. Так, поэтому, когда вы чувствуете, что на человеке, на мужчине там магия какая-то, или там еще, то нефиг ее снимать, ту магию. Ну, лучше просто направить все силы на энергетическое поле свое. Только свое поле, да, то есть на улучшение энергетики своей. Ваша сильная энергетика притянет к вам вашу судьбу.
Каким образом? Вот все элементы магические, я сейчас не буду их перечислять, да, они входят в силу. Дальше у вас на будущее выходит огромный цветок, красивый цветок. И частью этого цветка, частью лепестков являетесь вы с мужчиной. Вы стоите на этом цветке. Это прекрасное отношение. Вот, отношения на будущее. Здесь беременная женщина, это вы. Но почему-то вы наклонены, как будто бы вы... Ой, вы красивая очень. Красивая, голая, красивая женщина. У вас в руке сердце. Мужчина исполняет ваши желания. Он как-то выше хоть стоит, но он исполняет ваши желания. Вы видите больше, чем можно. А вы красивая. Венок я вижу. И рожки. Очень красивая. Венок огромные такие. Огромный венок и рожки. Ну что ж. Ну что ж, моя коллега меня смотрит. Интересно. Хорошо. Что еще? Что еще на будущее? Так, давайте подключим все-таки. Видите, как чашечка с нами заговорила, а мы не подключили и забыли наши карты. Знаете, что я вижу? Здесь какой-то странный какой-то человек в вашем пространстве есть, который недоволен тем, что у вас вот хорошие отношения. Но он, этот человек, каким бы он ни был, он просветлеет. Вот этот человек, это, возможно, и женщина это, да? Кто этот человек? Давайте о людях спрашивать. Давайте посмотрим, что это нам показывает сначала. Что это нам показывает, кто этот человек? Знаете, что нам показали? Недоволен. Конечно, кто-то недоволен. И переселил вот это недовольство на него. Это показывает мужчину, который сейчас как под магией какой-то. Вот реально под магией какой-то. А еще недоволен может быть его ребенок. То, что он строит какие-то отношения свои. Ведет себя очень-очень плохо. Очень плохо ребенок. Так, что нам показывают? Осуждает отца, скорее всего, если у него есть дети, да, ну, либо какой-то человек, который от него зависит, да, его осуждает. И вот почему показывают как под магией, тут человек просто запутался, вот запутался и все. Это тот, кто влияет на него, очень важный для него человек, очень важный. Очень важный. И тут показали ребенка. А вы, вас покажет, пускай, вас и его. Потому что видите, как он хочет встречи. Вас и его. Много препятствий для того, чтобы двигаться к вам. Либо вам к нему. Но посмотрите, это как вот две карты движения выходят. Journey и Change. Это все-таки движение, это все-таки путешествие, это все-таки перемены. Но перемены будут. Общество хоть и против. Но вы закрываете какой-то старый этап. Смотрите, здесь важное условие. Показали, что вы должны закрыть прошлое. Даже если с этим мужчиной закрываете, да, то есть, грубо говоря, расстаетесь, да, для того, чтобы, не для того, чтобы, а для того, чтобы жить. А Вселенная начинает налаживать и вот эти дыры латать. Только тогда. Видите, да, сложный период, сложный невероятно, когда каждый на своем участке где-то, каждый на своем полюсе пытается выстоять. Пытается выстоять. Угу. Переписка. Сложности. Ну да, сложный у вас тут, конечно, путь к союзу. Очень сложный. Но итог очень хороший. Итог — это все-таки союз. И тут показали именно будущее ваше, связанное с мужчиной. С мужчиной показали будущее. А сейчас пока нет.
Нет, пока нет возможности. Но человек в этой невозможности мудреет и знает, что его путь, он всегда найдется. Поэтому ваше будущее интересное, светлое, прекрасное, но со своими какими-то интересными, возможно, возможностями, которые даются для роста, вашего роста души. Благодарю, дорогие мои, за просмотр данного видео. Спасибо вам. Я благодарю за ваши лайки, за комментарии, за все, что делаете в сторону развития моего канала. Так, меня зовут. Я хочу поблагодарить также за финансовую поддержку. Спасибо за то, что финансово мне помогаете. Пускай вам, дорогие мои, вернется в разы больше. Всего доброго. Пока-пока.